Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михайлович. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор стохастический RSI. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Стохастический RSI или просто Stoch RSI – это индикатор технического анализа, используем для определения того, перекуплен актив или перепродан, а также для определения текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, Stochastic RSI является производной от стандартного индекса относительной силы RSI и как таковой считается индикатором индикатора. Это тип осциллятора, означающий, что он колеблется выше и ниже центральной линии. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим Stoch RSI. Под графиком появился наш индикатор. Индикатор Stochastic RSI генерируется из обычного RSI путем применения формулы стохастического осциллятора. Результатом является единый числовой рейтинг, который колеблется вокруг центральной линии 0,5 в диапазоне от 0 до единицы. Однако существует модифицированная версия Stochastic RSI, которая умножает результаты на 100, поэтому значение находится в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 и единицы. На нашем графике как раз отображена модифицированная версия. Также часто встречается трехдневная простая скользящая средняя SMA вместе с линией Stochastic RSI, которая выступает в качестве сигнала и предназначена для снижения торговых рисков. Так как индикатор создан из двух осцилляторов, то использовать его нужно в качестве осциллятора. Получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, текущей волатильности в отличие от RSI. Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также ее самые высокие и самые низкие точки в течение определенного периода. Однако, когда формула используется для расчета Stochastic RSI, она непосредственно применяется к данным от RSI. Цены не учитываются. Как и в стандартном RSI, для Stochastic RSI чаще всего используется настройка 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете Stochastic RSI, основы на временных рамках графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней свечи, часовой график будет генерировать Stochastic RSI на основании последних 14 часов. Периоды могут быть установлены в днях, часах или даже минутах, и их использование значительно изменяется от трейдера к трейдеру, в зависимости от их стратегии. Количество периода также может быть скорректировано вверх или вниз, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тренды. 20-периодная настройка – это еще один довольно популярный параметр для Stochastic RSI. Как уже упоминалось, некоторые графические шаблоны Stochastic RSI присваивают значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 и единицы. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности на уровне 20, а не на 0,2. Графики с настройкой от 0 до 100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути одна и та же. Индикатор Stochastic RSI приобретает наибольшее значение вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Поэтому основное использование индикатора заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 20 или ниже указывает на то, что актив вероятно всего перепродан, а значение 80 или выше предполагает, что он может быть перекуплен. Кроме того, нахождение линий ближе к центру также может предоставить полезную информацию относительно рыночных тенденций. Например, когда центральная линия выступает в качестве поддержки, а линия Stochastic RSI постоянно движется выше отметки 50, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться в направлении 80. Аналогично, последовательные колебания ниже 50 и отклонения к 20 указывают на нисходящий или медвежий тренд. Stochastic и RSI являются индикаторами в виде осцилляторных полос, которые позволяют трейдерам легче определять потенциальные условия перекупленности и перепроданности, а также возможные точки разворота. Короче говоря,
Стандартный RCI – это показатель, используемый для отслеживания того, как быстро и в какой степени меняется цена актива в соотношении с установленным временным интервалом. Однако, по сравнению со статическим RCI, стандартный RCI является относительно медленным индикатором, который производит небольшие количество торговых сигналов. Применение формул стохастического осциллятора к обычному RCI позволило создать Stochastic RCI в качестве индикатора с повышенной чувствительностью. Следовательно, количество генерируемых им сигналов намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи. Другими словами, Stochastic RCI является достаточно волатильным индикатором, и хотя это делает его более чувствительным индикатором технического анализа, который может помочь трейдерам большим количеством торговых сигналов, он также более рискованный, поскольку он часто генерирует значительное количество шума, ложных сигналов. Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних SMA является одним из распространенных методов снижения рисков, связанных с этим ложными сигналом, и во многих случаях трехдневный SMA уже включен в качестве настройки по умолчанию для индикатора Stochastic RCI. Вывод. Из-за большой скорости и чувствительности к рыночным движениям, стохастический RCI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов, как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако, большое количество сигналов также означает большой риск, и по этой причине Stochastic RCI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемый им сигнал. Также важно отметить, что рынки криптовалюты более волатильны, чем традиционные, и как таковые могут генерировать повышенное количество ложных сигналов. Однако важно отметить, что Stochastic RCI является индикатором от индикатора. Он хорошо предсказывает экстремальные значения RCI, опережая базовые индикаторы, и все же он более далек от самой цены. В любом случае не забывайте, что любой индикатор ни в коем случае должен использоваться в одиночку, только в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!